Всем привет, друзья, приветствую вас в моем влоге Алекс 404. Да, влог есть, а основного канала нету. Вот такой вот парадокс. Все еще нету. Планирую. Значит, ситуация такая, план такой на сегодня. Сейчас 9 утра, уже точнее, даже уже, наверное, 9:30. Нас позвали 9:19 на день рождения в 2 часа дня. В общем, мне надо успеть к 2 часам дня домой на день рождения. А я собрался проехать 80 километров вокруг нашего залива и поискать еще тайник по дороге. И все бы это ничего. В принципе, там получится около 80 километров. Но мне надо установить цепь. Потому что велосипед стоит без цепи. И установить цепь тоже не проблема. Если бы не один нюанс. Ее надо сейчас укоротить. Вот цепь новая. 3-я будет по счету. Ее сейчас надо укоротить и натянуть. А это время. Погнали. Не теряем его. Все, поменял цепь. Вот такая новая. С такими прорезями. Не знаю, с чем она отличается. Выглядит шикарно. Поменял быстро, минут за 15. Ну, там особо менять-то нечего. Я вот что удивился. Я померил. Тут 116 звеньев должно быть. Померил со своей предыдущей. Блин, так предыдущая на 1,5 сантиметра. На 1,5 гоню. На полсантиметра длиннее. Офигеть. И хоть я катался в 2 цепи. Один фиг. Она растянулась. И я провтыкал этот момент. И я такой еще думаю, почему у меня на одной цепи какие-то с одной цепью, когда я езжу, какие-то странные звуки происходят, что-то там нехорошо звучит. И она, оказывается, походу, она уже все растянулась. В общем, на хороших полсантиметра предыдущая цепь длиннее этой, новой. Я ее оставил в оригинальной смазке. Не знаю, как это скажется на всей моей трансмиссии. Как бы она... Потому что я же на ваксованной езжу, на проваренной. Как бы она мне все вот этой вот смазкой не уделала мою всю чистенькую, идеальную трансмиссию. Посмотрим. В общем, а 3-я цепь у меня вон лежит, отмокает в бензине. Вот я ее периодически вот так встряхиваю. Потом ее промою с этим Фитикс или как это, господи, с моющим средством. Промою ее и проваксую. Вот в таком вот ваш бензине она у меня сейчас лежит, 2-я цепь. А 1-я вон лежит вот здесь вот, проваксованная, готовая к бою. Ну, блин, я померил, она на полсантиметра длиннее. Походу, ее придется выкинуть. Такие дела. Поехали, друзья. Выезжаю. Сейчас 10 утра, 10 часов. И времени на подвиги у меня вообще ни хера нету. Нифига не получится у меня 80 километров проехать по ходу, потому что мне надо в 2 часа уже быть на день рождения. А до этого день рождения еще надо покупаться, побриться и доехать. Погнали. Всегда думал, зачем эта сумочка крохотная на раме. А вот зачем. В нее аккуратно помещаются 4 обычных сникерса и мои очки для зрения. Вот так вот прямо в аккурат. Самое вот необходимое, что нужно в поездке. Цак. Цепь растянулась. Эта цепь прямо тихонечко так ведет себя, а та прямо, я думаю, уже там грешил, что-то не то с трансмиссией, что-то втулкой не то. Ясно. А это просто цепь у меня растянулась. Как так получилось? Фу. Мне интересно прямо у меня где. И это была оригинальная или та, которую я уже потом докупил. И вообще они 2 растянулись или 1. Надо все будет мерить. Нифига мне это не нравится. Она же... эта растянутая цепь гробит трансмиссию. И проще купить новую цепь, чем новую трансмиссию. Новую кассету, то есть. Температура сегодня сейчас где-то градусов 4-5 максимум. Туман, потому что нету ветра. 6 километров в час ветер, что для наших краев очень редкое явление. Тут всегда ветрено. Вроде оделся по погоде.
что радует. Не жарко и не холодно. Фиолетовое поле до сих пор еще цветет. Удивительно. Ноябрь, уже середина ноября. Цветет, пахнет, что интересно. Интенсивно, тут дурман стоит. Не знаю, видно сейчас туман. Прикольно. Народ, уважаемые подписчики, если такие таковые имеются, заранее в начале видео хочу попросить прощения, потому что потом забуду. Абсолютно неискренне, для галочки, но тем не менее. Мне кажется, что я иногда перегибаю палку с негативом и матом. Да, все потому, что я нервно больной невротик. И как бы справки у меня нету, но сам себе такой диагноз я поставил. И периодически меня накрывает поругаться и понегативить. И на велосипеде интересная штука происходит. Выброс вот этих всех гормонов, эндорфинов. И смотря в каком ты состоянии едешь, типа злом, уставшим или добрым, добродушно расположенным, отдохнувшим, то из меня и прет. И это получается все в таком интерактивном режиме, онлайн режиме. То есть я все записываю, все, что из меня извергается, вот эта вся гадость. И даже потом не смотрю, не пересматриваю, просто записываю, потом дома это все склеиваю и ставлю в очередь на своем YouTube влоге. В очередь, то есть там у меня может видео выходить там месячной давности, двухмесячной, может недельной. Иногда я их потом пересматриваю, то есть оно уже как бы автоматически выложилось на влог, YouTube канал этот. И все, я как бы даже не знаю, что там происходит. И потом от скуки ради я захожу и смотрю свои видео, и бляха-муха, а там трэш какой-то, я какой-то откровенный бред вообще, просто недостойный звания человека несу. И мне прямо стыдно становится. Но это часть меня, я от нее не открещиваюсь. И как бы я за то, чтобы показывать, какой ты есть на самом деле, а не вот это вот строить, лепить из себя что-то там. Строить, лепить, это понятно, это надо, но как бы люди должны знать, с чем имеют дело. Вот, и поэтому, как бы в нормальном расположении духа я бы это не стал выкладывать, не стал бы нести такую ересь откровенную. Вот, и как бы это на эмоциях. И да, две причины получается. То, что велосипед виноват, потому что он всегда выкидывает эти гормоны в кровь. Усталость. И вторая причина — это то, что я даже не смотрю видео, какие там я монтирую. То есть у меня все, что с меня прет, я все записываю и выкладываю. Бред, согласен. В общем, тут тоже синее поле. Я бы хотел попросить у всех прощения, кто типа смотрел на меня и такой, я ему, здесь дурман стоит от поля. Какие-то подавал надежды, типа, да, чувак ездит на велосипеде. Что-то кто-то там увидел, что-то позитивное, интересное. Может быть, я не заявляю, может быть. И тут вдруг они такие подписались, смотрели. И потом такой этот Баянов Алекс начинает нести какую-то ересь и чушь, перемат. И они такие, да на что мы подписались? Это вообще что за убожество? В общем, это так не всегда будет, но периодически будет. Я за это, за прошлое и за будущее прошу у вас прощения. Извините, простите. Заполнить паузу. Начну все рассказывать по порядку, по хронологическому порядку. Все, что было, все, что будет, все, что мне интересно. Значит, съездили мы с Руси в Франкфурт am Main. Вообще просто бомбезно было. Нам очень понравился город. Причем при всем, вообще мало кто там был.
все такие: Франкфурт, да, угу. Проезжал мимо. И все его знают как город каких-то бомжей, бомжатника, Хаутбанхоф, центральный вокзал, что там типа мрак. Куча видео. Я вчера буквально мы посмотрели видео. Какой-то англичанин приехал, типа Франкфурт, типа зомби-апокалипсис. И вот он идет вокруг этого Банхофа, вокруг этого вокзала и снимает этих всех наркоманов, бомжей, все вот это вот. Все весь брод вот это. И ты такой смотришь, блин, да, действительно получается какой-то мрак. Но, бляха, мы вообще не встретили практически никаких бомжей. Ну, были, как в центре, как во всех городах крупных здесь, там-сям бомжи. Ну, они там спали себе, я не знаю. Они напоминают каких-то животных, которые, прошу прощения за такое сравнение, которые в дневное время спят, а в ночное активны. Так, надо посмотреть карту, куда мне ехать. Я все-таки еду сейчас в направлении Тайника. Координаты я выписал, до него 25 километров. Посмотрим, как там дальше сложится. В любом случае, туда-обратно будет хотя бы минимум 50. Время года такое, что запотевает все. Очки запотевают, все. И телефон вот сейчас вот так сырый, я не знаю. Нехорошо для телефона, что он вот такой влажности. Новый телефон едет. Короче, не знаю, сейчас, наверное, надо будет на эту черную пятницу купить велокомпьютер. Потому что это не дело, потому что мне сейчас нужна карта. Я не могу его убрать. Сейчас вот лягу на курс и уберу. Да, 25 километров. И, соответственно, минимум, что... План минимум я себе поставил не меньше 50 ездить за раз. Потому что 30 уже как-то совсем мало. Выпечку возят по деревням. Вот такая машина. Там свежая выпечка, булки. Потому что немцы по утрам на завтрак, как правило, всякие булки, бутерброды, вот такое все мажут, кладут на булки, на хлеб, всякое разное. Это у них, ну, от рыбы до мяса, до сладкого. Это у них такие завтраки, и это востребовано. А тут как бы магазинов в деревне нету, и по утрам ездит такая машина везде. Ну, вообще целый день ездит. Ладно, перехожу к следующей теме, к теме денег опять. Почитал такую историю. Блин, мы становимся сейчас в такое время, что вот эти короткие видео, короткие тексты, и вся информация такая, хапаешь ее, ее стало больше. То есть надо было раньше конкретно заморачиваться, читать некий труд, смотреть какие-то видео по теме. А сейчас ты, листая ленту, можешь узнать, научиться чему-то там просто вот за 15 минут времени. Короче, попалась мне такая мысль, что все мы всегда в дефиците ресурсов находимся. Что богатые люди, что бедные. Всегда нам полностью не хватает, чтобы закрыть все наши там типа хотелки, нужды. Всегда будет не хватать. И вроде уже работаешь, вводятся какие-то деньги, а все, блин. Ну, это еще, блин, потому что мы все-таки в самой нижней находимся ступени на, наверное, посерединке было бы посвободнее, но это так кажется. Мне кажется, у богатых людей более большие проекты, и им еще больших сумм не хватает. Короче, есть некий план собирания денег на кемпер, который я просто брежу. Кемпер, хочу купить кемпер. Причем определенный Volkswagen T6 Калифорния Океан. И он, собака, очень дорогой. Он не просто дорогой, он очень дорогой. И такой, типа, откладываешь какие-то деньги. И ты, блин, так, я хочу... Ну, у меня тренировки домашние силовые. Я это делаю, там, подтягиваюсь, сжимаюсь, от пола отбросил. С жилеткой на 30 килограмм. А она такая убогая, ее просто выкинуть. Эти грузики с нее вываливаются. Этот песок железный рассыпается. В общем, геморрой. Она
на мне не держатся эти липучки, они раскрываются. Я их какой-то булавкой закрепляю, когда отжимаешься от пола, это катастрофа. Ты такой, и можешь еще, но эти липучки, блин, уже разлипли, все открылось, все, блин, сваливается, а ты хочешь и можешь еще отжаться, а уже все, типа, я это все делал булавкой, скрепляю, в общем, бред вообще. Нашел для себя на Амазоне eBay жилетку такую для блинов, там такой штырь, и туда вешаются блины. Так она, сучка, дорогая, 130 евро, но это бы еще ничего. Этот штырь, какой дебил это придумал, 50 миллиметров в диаметре, а это только блины олимпийские, то есть еще дороже блины, они так сами по себе железяки дорогие, а это надо специально олимпийские, с 50 миллиметров диаметром дырки под гриф. Блин, у меня уже этих блинов просто, их уже самому продавать можно. Ну, блядь, с 50 миллиметров нету. И это, то есть эта жилетка у меня на 30 килограмм, мне надо хотя бы, ну, чтобы как-то прогрессировать, на 40 купить, 2 двадцатки. Это еще евро 150. Итого 300 евро. Вроде бы, да, не так уж и много, но учитывая, что у меня и жилетка есть, и блины есть. И сейчас я могу все это навалить, насыпать их. Кое-как оно все-таки еще держится. То есть острой необходимости, потребности нету. Окей. Следующее. Велокомпьютер. Блин, ну в принципе можно и телефоном обходиться. Я бы вообще, может быть, даже бы быстрее этот компьютер купил, если бы не музыка. Потому что я в телефоне слушаю музыку. Всегда, когда я езжу на велосипеде, я либо аудиокниги, либо музыка. Всегда в наушниках. И как бы велокомпьютер, а телефон все равно придется с собой возить. Потому что там музыка. А опять же, 300, сколько он там, 400 евро. Блин. И это все как бы вот сейчас, потому что надо. Потому что все, погода уже... Ну, такая, что телефон вот уже нехорошо. Сейчас вообще будут сплошные дожди. Сейчас еще черная пятница. Надо, но не остро. Дальше, концерт. Энис Окей. Вроде бы 45 евро билет. Поеду один, потому что все, единомышленники отпали вообще все. Где-то искать на стороне я не хочу, потому что, ну, блин, я тяжело схожусь с людьми. Я не такой, как особо общительный, и как бы у меня нет желания особого с кем-то там знакомиться, что-то там совместно делать. Но это бы ничего. Я бы и познакомился, и по концерту съездил. Но я переживаю, если я брошу какой-то клич в Фейсбуке, и вдруг, блин, ну вдруг откликнутся какие-то женщины, там, девушки, я не знаю, просто, блин, из-за концерта, типа, блин, уберите всю вот эту вот, что вы сейчас заулыбались. Вот эту все уберите и просто оставьте один голый концерт. Просто очень хотелось на Энис Окей побывать, но не с кем было. О, а тут такой я. Народ, кто хочет со мной. И как это будет выглядеть? Я такой, не, я с тобой не поеду. Или, блин, да, поехали. Ира, я поехал на концерт. И я на концерте с какой-то там бабой стою, пляшу. Ничего, просто смотрим концерт. Ну, блин, ну как это со стороны? Вот если бы Ира такая, так, я хочу на концерт, не знаю, кого она слушает, никого, Пугачевой. На Невске, и какой-то чувак такой, я хочу. Я такой, что, блядь? Где мой топор? В общем, еду один, поеду, скорее всего, поеду. Но жалко денег, казалось бы, 45 евро. Бензин, это в Берлине. Еще евро 60. Потом купить мерч. Еще евро 100 как минимум. Что-то поесть. Короче, 200 евро улетит минимум. К чему я все это рассказываю? К тому, что я не покупаю этот билет сейчас. Потому что если я куплю билет, у меня такая психология, что ну все, разменял полтинник или там сотку, теперь можно все и остальное купить. Типа конец всей собиранием денег, ну, не конец, но отодвигаем. И я покупаю тогда жилетку, блины, 100% так будет, если я куплю билет.
на концерт, то сразу я куплю жилетку, блины и компьютер. А, да, еще Ире нужен срочно трокмер. Вот прямо позарез. Да, добрый день. Алло. Вот, прямо в цвет сумочки. Нормально, сопли. Вот у меня свет горит, да, нет, даже. Скорее всего, нет. А я по дороге. А здесь туман. Это уже, друзья, заканчивается осуществление мечт, целей и фантазий, потому что начинается транжирство. Потому что все это вышеперечисленное мне экстренно не надо, экстренно не необходимо. Это по сути блажь, типа надо, удобно, прикольно, хотелось, но не экстренно необходимо. И так будет всегда происходить. И вот сейчас я вот такой, блин, ехать на концерт, начинать все это, или лучше подсобирать денег. И тут как бы такой вот добро и зло. Чертик и ангел на плечах сидят и в уши шепчут: блин, это же концерт Энниса. Ты же хотел. Это если сейчас не поедешь, когда еще это будет, блин? И если вот так будешь откладывать, так всю жизнь отложишь на потом. А другой такой: блядь, ты так никогда не соберешь. Какой концерт? Тем более в воскресенье вечером переться в Берлин, а в понедельник вставать 4:30 утра на работу. Ты как себе это вообще представляешь? +1. Тебе там будет скучно. И эти вот качели за и против, за и против. Такие вот дела. Ну еще и Руся Трокнер, это тоже сейчас вот осень, зима. У нас балкон не застекленный, не крытый. Эти вещи сушить. Катастрофа, и в квартире сушишь, они толком не высушиваются. В общем, уже пора Трокнеру сушилкой, господи, обзавестись. Это тоже туда же, хотя тут походу буду я приехать на концерт, не буду, один хрен придется покупать. Погода дурацкая, мне сейчас там по трассе фигачить дофига. И там уже скоростя у машин. Не нравится мне это. Я придурок, мы не поехали. Тут же вон велосипедная дорожка рядом. Я ее сразу не заметил, хотя знаю, что она здесь есть. Вот, ой, ну сейчас можно вернуться к повествованию. Что я там рассказывал? Про путешествие. К чему я это все начал? Сейчас свет выключу, он нам больше не нужен. Не будем садить аккумуляторы. Господи. А, Франкфурт. Ну, то есть все вообще знают, что Франкфурт это город бомжей, что это такая клоака прямо наркоманов, что Хауптбанхоф этот просто еще хуже, чем в Гамбурге. Хотя я не знаю, куда хуже. Прикол в том, что мы не заходили на Хауптбанхоф, на центральный вокзал. И прелесть в том, что эти все, весь сброд, он тусит на вокзале и вокруг вокзала. Все улицы прилегающие, все обоссано в шприцах, наркоманах, бомжах, по крайней мере в Гамбурге. А тут мы решили не заходить. Хотя это главная достопримечательность Франкфурта. То, что там небоскребы красивейшие. То, что это бизнес, финансовый центр Германии и Европы. Это как бы, блин, пофиг. Вот наркоманы, вот бомжи. Блин. Вот это интересно. И то, что там 60 музеев. Вы только вдумайтесь, 60 музеев. Мы вообще не музейные товарищи. Но я говорю: Ира, нам надо в этом побывать. А она вообще, если я еще так, может быть, то она вообще, ей там скучно, она там засыпает, неинтересно, ей лень читать, там, вот это вникать. Я как бы
не то, что там вот музеи эти все, вот чисто вот для общего развития, и чтобы было что рассказать, может, типа, вот как, где это было, в Дрездене, по-моему, музей гигиены нам посоветовали, мы пошли, хуйня хуйней, вообще просто отстой полнейший, но зато теперь я знаю, что музей гигиены полный отстой, и в любом разговоре, и в любом типа, а что про Дрезден ты можешь рассказать? Я скажу, музей гигиены херня. Поэтому говорю, Ируся, поехали, пошли в музей, там натуральный, натурмузеем какой-то. А мы уже все. Мы настолько интенсивно вообще погружаемся в город, что мы уже на второй день, там некоторые неделями там живут неделю. Нам 2 дня вот за все глаза. Мы первый день истаптываем ноги просто в хлам, нахаживаем там кучу километров, пробуем все, ездим везде, заглядываем всюду. На второй день мы уже все уставшие, но еще на ногах, добиваем себя и едем со спокойной совестью домой. Всегда мы так делаем во всех городах по Германии. И это был второй день, мы уже все видели. Мы уже везде были, где хотели, все попробовали. Надо домой. Что-то ходим, ищем пешком. Что-то ищем. Устали, дождь пошел. Типа все, уже вечер. Как бы завтра утром домой ехать. Ну уже ловить нечего. Надо ехать в номер, мыться и отдыхать. Я такой, нет, нам надо еще в музей. Ира, все, вообще ни в какую. Я говорю, блин, ничего не знаю, надо в этот музей. И что вы думаете? Шикарный музей. Я такого еще не видел. Огромный. Наинтереснейший. Единственный минус. Мы были в воскресенье вечером, и там было просто детей, народу. Все были с детьми, и стоял ор просто. Эти дети как блохи. В разные стороны. Орали, бегали. Короче, а мы уставшие, раздраженные. Но, блин, я честно отходил с Ирусей все залы, все выставки. Все, она снимал в моем видео, кому интересно там. На перемотке я все это показал. В общем, музей наиинтереснейший. И стоит всего 12 евро вход с человека, со взрослого. Дети там вообще бесплатно. Единственное, что мы были очень уставшие, и поэтому мы так вот просто, мы ничего не читали, мы просто прошлись, посмотрели, поснимали. Я потрогал метеорит собственными руками, огромный, 328 килограмм. И Руся побоялась, сказала, что с космоса прилетают все вирусы, заразы и бациллы. Так что я теперь космический зомби инфицированный. Смотрите, крышу меняет он соломенную. Вот так это выглядит прикольно. Ага. Вот. И это только один из 60 музеев. Небоскребы. Все урбанистика. Все красиво. Удобно. Блин. Вообще, сейчас я буду дальше рассказывать, что мы видели. Но это прямо... Ну, мега нам понравилось. А кому не спросишь, Франкфурт, бомжи, что там делать? Такие вот дела. Пересказывать нету смысла. Смотрите видео, кому интересно, про Франкфурт. Там на час видео. Я наснимал видео контента на 2 часа, но сжал, урезал это на час. Уже не знаю, как еще это урезать. У меня с этим проблемы. Не получается, у меня какой-то кретинизм по этому поводу. Так. Это херня. И я не могу выставить одну фотку в соцсети, я сразу выставляю пачку на 100 фотографий, потому что я не могу выбрать лучшую. Они мне все кажутся лучшими, все идеальными. И получается там просто ты такой двигаешь рукой, так, и все эти 15 фотографий я выставляю везде. Так и с видео, я не могу выбрать, какое лучше, поэтому выставляю все. Соответственно, получается все немного скучновато. Но, тем не менее, там в этом видео можно посмотреть, что там было в Франкфурте.
Были мы... что мы задались целью? Посмотреть небоскребы. Сделали с улицы, с автобуса, наверх поднимались в Майнтаун. 54 этажа небоскреб на лифте, там скоростной лифт, пару секунд едет. 7:50 вход со взрослого. Людей было относительно немного. Там смотровая огромная площадка на самой крыше. 200 с чем-то метров высотой. Получили незабываемые впечатления, ощущения. Внизу походили, все так красиво, все так современно. Блин, я в таком еще городе современном еще не был никогда. И у меня прям очень, смотрите, какие новые дома построили с соломенными крышами все. Ты представляешь, какие они дорогущие. Да. Небоскребы есть. Потом кухня франкфуртская. Ребрышки, мы там посмотрели, отзывы почитали. Ребрышки какие-то там с чем-то, чего-то. И ихний фирменный яблочное вино. Яблочное вино, значит, 5%, такое как пиво, но оно почему-то не облагается каким-то алкогольным акцизом, сбором, и оно дешевле, чем пиво. И мы, короче, вечером уже, и вот это яблочное вино, там какой-то Эпфель прямо, Фиртель, какой-то прямо райончик по ту сторону реки Майн, где все сосредоточены, такой пятачок, район, рестораны с фирменной как бы франкфуртской едой и напитками. И вот самое основное, это эти ребрышки какие-то там. И вот этот яблочный сидр. Это по сути сидр. Мы зашли в один ресторан. Народу, ор. Громко очень. Все, Аусгебух, мест нету. Приходить через 2 часа. Мы такие, да нет, что там здесь не очень. Во второй пошли. Там какие-то, вообще ничего их не понимал. Они там все иностранцы еще работают. Такого типа, вот там что-то с 7, что начал. Там опять же, я смотрю, накурено, громко. Ну нафиг. Не говорю, не подходит. В третий пошли, они такие, такой уютный ресторан. Это все вот там вот в 100 метрах друг от друга. Вообще их там натыкано. Но мы искали более-менее такой аутентичный немецкий, чтобы был. Заходим. То есть сначала мы пошли по координатам чатом GPT, который нам выдал, где можно это все попробовать. Даже он нас не надурил, как обычно. Он там был, но там не было места. И мы дальше уже пошли просто уже на фонарь искать. Так, не здесь. Куда? Прямо. Нет, в другую сторону. И вот заходим мы в этот ресторанчик уже третий. И он такой говорит, все, у нас тоже все уже, Аусгебухт. Но сейчас вот есть место на двоих, как раз столик, до 7 часов. А сейчас 5:30, таки 1,5 часа вам хватит. Я такой, блин, да с головой. Что мы тут еще делать-то? Все, Ира заказывает ребрышки. Я, дабы не рисковать, проверенную хаксу. И камеру включена, да. И, значит, сидр. Такие, сколько вам? Кувшин давайте. А сколько? Ну, есть кувшины на 3 стакана, есть на 5 стаканов. Сколько стоит? На 5 стаканов 14 евро. Пфф, вообще, тащись. Все, приносит он нам кувшин. Блин, с виду так 1,5 литра. Но я не знаю, я сам, наверное, выпил стаканов 5-6, Ира там 3-4, не знаю. В общем, мы его пили. Я нажрался, это хакса какая-то огромная. Это Ира еще не доела свои ребрышки, я еще у нее доел. Плюс этот сидр, в общем, я как колобок. И это впервые, когда я не допил, не доел что-то, что купил в ресторане или где-либо. Я оставил в этом кувшине еще, наверное, четверть этого сидра. Уже просто не лезло нам. Я к тому, что очень было нам там очень аутентично, очень так по-немецки обслуживание. И сами немцы там были, они какие-то приезжие официанты, там и все, персонал. Тихо, ну там какие-то сидели компании, супружеские пары. В общем, все тихо, чинно, благородно.
уютно, так понравилось. Я даже штанторт, ну, с координаты сохранил этого ресторана. Не знаю, кому интересно, пишите, скину во Франкфурте. Мне прямо очень понравился. Заплатили мы что-то вместе 60 евро это стоило, вместе с чаевыми. Я дал им 65. Я туда еду или нет? По-моему, нет туда. Разворачиваемся. Заболтался. В дороге, пока искали ресторан, я наткнулся на магазин виниловых пластинок, но он был закрыт. Я такой сохранил его координаты. Все, Ира, завтра мы сюда придем перед отъездом. А это черт знает где. Мы туда пешком и шли там прямо, я не знаю, очень долго и много. И она такая, да, ну нафиг, да это далеко. Я такой, нет, мне надо что-то на память, пластинку с Франкфурта. И потом смотрю, бляха, это было в субботу. В воскресенье мы закрыты. Блин, засада. Короче, засадка. Так бы еще бы контентик был с пластинкой. И там я так в окна позаглядывал. Там такой кайф. Я в таких магазинах. У нас нету таких магазинов. Очень все красиво, интересно там. И прямо и цены такие какие-то заманчивые. Жалко, очень жалко. Прикольная старая железная дорога. Здесь у нас залив. И он прямо... Это я хочу сейчас вокруг залива объехать. Не знаю, получится ли по времени. Потому что у меня на все про все 3,5 часа. А он на 70 километров. Как бы как раз. Но если я еще буду искать тайник... До него, кстати, осталось буквально 3 минуты. Не знаю, в общем, здесь железная дорога. Через вот этот соединяющий вон этот материк с Вишландарсом. Это такой полуостров, знаменитый немецкий тоже. В общем, он это идет залив, потом этот полуостров, вон этот полуостров. Это железная дорога, когда-то ГДР времена соединяла этот полуостров. В общем, и в целом красиво это все. Вон коровы спят в тумане. Такая вот история, друзья. Так, я приехал к тайнику, но он какой-то сложненький. А времени у меня вообще в обрез. В общем, я прямо его подробно сильно искать не буду, потому что времени нету. Давайте курс вот так по-быстрому. Да, нет, нет. Заодно попьем, съедим сникерс и поедем дальше. Мне кажется, что я еще успеваю вокруг залива объехать. Так, одеваю специальные геокэчерские очки. Почему-то мне все время кажется, что это так интересно, как я одеваю очки. Потом я смотрю, ну типа, блин, я старый человек, больной, а езжу на велосипеде такие расстояния, как бы я в очках. И мне кажется, это так интересно. А потом, когда смотрю на видео, так, блядь, что за бред вообще. Так. Во-первых, давайте почитаем задание. Во-вторых, давайте музыку нажмем на паузу, потому что я сам себя не слышу. Задание гласит, друзья, это традиционный тайник, это поиск. Suchen. Из 100 вариантов вам нужно найти один, чтобы зафиксировать бортовой журнал, решать только вам. Надеемся, вам понравится этот традиционный тайник. Так. И у него сложность 2,5 звезды, что означает, он немножко сложнее, чем обычный стандартный. Ну, вот тут такая тропинка, это явно вон там. Пойдемте искать, возьмем с собой еще сникерсы по дороге, чтобы не терять время. Сколько сейчас? 11 часов. В принципе, я всего час ехал, у меня еще до часу 2 часа. Блин, я успею объехать залив. Шикардос. Все. Все. Кушаем сникерс и идем искать тайник. Судя по этой тропе, везде где тайники, народу ищущего много, и там образуется тропинка со временем. Сникерс дубовый замерз. И сейчас у меня будет все ноги мокрые от этой травы, блин. Фигня.
я бы спрятал в этой елке. Тропинка все еще есть. Велосипед слишком далековато. Так, елка, что ты мне расскажешь? И я всегда очень нервничаю, когда отхожу далеко от велосипеда. Смотрите, багажник. Это чего вообще багажник такой массивный? Мопеда, мотоцикла. Это явно багажник. Так, смотрите, какая-то здесь вон ящик Пандоры. Надеюсь, что не делки, что целый ящик. О, да ладно! Нифига себе! Это что за... Так вот это значит, их тут 100 штук. Das ist kein Müll. Прикиньте, это типа не... Это не мусор. Так, я притащу сюда велосипед. Дело серьезное. Я такого еще не видел. Я такого еще не видел. Я только не пойму, в чем прикол. То есть, это прикол в том, что, блин, как все мокро. Чтобы каждый теперь поднять и найти свой. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Короче, здесь 100 штук. И мне надо все достать сейчас. Ну окей, да, вот. Но это будет время там длиться. Так, чтобы прямо это было сильно сложно. Так нет, вроде бы. Это даже наоборот. Интересно. На скидку я бы сказал, вот нет. Какой вот здесь самый оригинальный? 1783. Нет. Но если он просто с крышечкой однотонный, то это тогда вообще очень затрудняет задачу. И вот так теперь, учитывая то, что я спешу, тороплюсь, мне надо перебрать. Ну, смотрите, вот если думать, какой конкретный, да, то и он должен быть какой-то оригинальный. Значит, он должен быть оригинальный. Что у нас оригинальный? Что мы видим? Крышка. Больше ничего нам не скажет о его оригинальности. Либо он должен быть в оригинальном та-да-та-та-да месте. То есть посередине или по углам. Или крышка, повторюсь. Все, друзья. Нашел. Тащу ручку и заполняю. Это прикол. Кто-то же заморочился. Велосипед грязнючий, мокрючий. Но куча удовольствия прямо. Так, ручка. Ручка. Ты где, ручка? А, ручка. Так, ручка. Я, конечно, не открыл не ту. Я полез вот так вот вокруг. Залез, когда она была здесь, в свободном доступе. Какое сегодня у нас число, как вы думаете? Так, на скидку 8-9 ноября. Но это не точно. Напишу 8, да, точно сегодня 8. Как бы так камеру расположить, чтобы велосипед был в объективе. Все, заполняю ноутбук и еду дальше. Что так размашисто написано? Данке, спасибо. Кладу обратно. Кладу обратно. Все, спасибо этому человеку, который создал такую интересную
интересный геотейник. Все, погнал я дальше, друзья. Блин, мокро и сыро там, конечно. Вон это старая железная линия, шины, господи, шпалы старой железной дороги. Прикольные здесь места. Велосипедная дорожка, здесь одно название. Это как зубодробильно. Она вся в корнях. Здесь подрывают корни, асфальт этот. И на гревеле macht keinen Spaß. Вот старый мост с этим железнодорожным путем. Вот он сейчас будет прямо через залив идти. Он заброшенный. Здесь фотки классные делать. Классно. Но когда хорошая погода. Прямо такой очень аутентичный. Заброшенный и аутентичный, и оригинальный такой вот прям. Возле него фотографироваться одно удовольствие. Рекомендую, друзья. Пользуйтесь. Я же заехал на мост. Туман. Крестовый, старый. Все, друзья, лег на курс. Он ездил по трассам и сейчас наконец-то дошел. Нашел свою велодорожку вдоль моря до дома. Теперь надо торопиться. Надо успеть. Хотя максимум до 1:30 дома быть. Иначе я получу втык дома по полной программе. Потому что на 2 часа. В 2 часа нам надо уже быть на день рождения. А мне еще как минимум надо помыться, побриться. А ехать еще 1.5 часа. Кисуля, это такой тайник, там 100 пустых доз, и надо одну найти с логбухом. Кися, короче, я что-то не успеваю, ровно на 8 минут показывает компьютер. Давай договоримся так. Едь на Ауди и возьми мои вещи с собой. И я прямо там... То есть я к 14 должен попасть туда, прямо к ним, к этому времени. Просто возьми мои вещи, джинсы, кофту, трусы и кроссовки, и все. Брось в багажник, и мы вместе заходим, я быстро бегу, переодеваюсь, может даже в душ у них, еще можешь полотенце наше взять, и на всякий случай. И все вообще без стресса, без никакого, чисто буквально 8 минут не хватает. Договорились? Кисуля, Кися, слышишь меня? Алло, слышишь? А сейчас? Слышь? Давай, говори, я еду, тороплюсь. А что там? Договорились, как я сказал, ты слышала? Ну послушай, я приеду в 14:10, но домой, а к ним я могу раньше попасть. Возьми мои вещи с собой просто, и я у них переоденусь. И там встречаемся у них. Кися, я сейчас стою. Ну я сейчас стою и время трачу, потому что во время езды ты ничего не слышишь. Ну тут вариантов нету как, я опаздываю на 10 минут. И это только домой, по нашему адресу. У них я буду быстрее. Все, возьми мои вещи с собой. Красавчик, послушай мое сообщение. Господи.
никаких нормальных скоростей не будет. Не знаю, как делают велосипедисты, как они так выбирают, чтобы был идеальный асфальт. Я еду сейчас по какой-то гладильной доске, просто в разъебанной в хлам дороге со скоростью 10 километров в час. Один час остался. Последние 20 километров. Посмотрите, какое дерево огромное упало.